Кто и зачем продал Аляску? 7 миллионов 200 тысяч долларов. Именно такую сумму Соединенные Штаты заплатили за новые территории, а именно за Аляску, которая была куплена у Российской империи. Сегодня все чаще приходится слышать, что эта земля была напрасно передана американцам. С чего все началось? Еще в 50-е годы 19 века генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский заявил, что в скором времени России потребуется избавиться от Аляски. Отдаленность этих земель усложняла их освоение, да и Дальний Восток требовал большего внимания, не позволяя рассеивать его на другие территории. Идея губернатора была поддержана великим князем Константином Николаевичем, а затем и императором Александром II. Продав Аляску, Россия могла не только пополнить казну, но и сэкономить ежегодные расходы на освоение этой территории. В итоге государь решился на сделку с представителями Соединенных Штатов. Стоит признать, что сумма, полученная за Аляску, была сравнительно небольшой. Так, например, за создание Твидового суда пришлось заплатить около 13 миллионов долларов. А ведь, согласитесь, немалая часть земли и новые территории куда ценнее, нежели обыкновенная постройка. Кроме того, сама Аляска была кладезем природных ресурсов, которые достались другой стране. Так что, если продажа ее и была обоснованной и вызвана крайней необходимостью, то здесь наши предки явно продешевили.